Друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим, что такое имя числительное, количественные, порядковые числительные, простые, сложные и составные числительные. Непостоянные признаки имен числительных, склонение количественных имен числительных. Мягкий знак «и не» с числительными. Имя числительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает количество и порядок предметов при счете и отвечает на вопросы «сколько», «который». У имен числительных два постоянных признака – значение и состав. По значению грамматическим признакам имена числительные делятся на количественные и порядковые. Количественные отвечают на вопрос «сколько» делятся на целые, дробные и собирательные, целые. Обозначают целые числа, например, 1, 15, 17. Дробные обозначают дробные или смешанные числа, например, 2 пятых, 3 вторых, 1,5. Собирательные обозначают несколько предметов как одно целое. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Порядковые отвечают на вопрос «который». Например, который 1, который 7, который 11, который 16. По составу имена числительные делятся на простые, сложные и составные. Простые состоят из одного слова с одним корнем, например, 1, 2, 3. Сложные состоят из одного слова с двумя корнями, например, 50, 90, 200. Составные состоят из двух и более слов, например, 31, 42, 65. Непостоянные признаки – это падеж, число и род. Число и род относятся только для порядковых числительных. Рассмотрим склонение количественных числительных. Начальная форма имен числительных – именительный падеж. Рассмотрим целые числительные. Именительный падеж. Кто, что, 50. Родительный падеж – 50. Дательный падеж – 50. Винительный падеж – кого и что – 50. Творительный падеж – кем, чем – 50. Предложный падеж – о ком, о чем – о 50. Рассмотрим дробные числительные. Именительный падеж – 1/3, родительный падеж – 1/3, дательный падеж – 1/3, винительный падеж – 1/3, творительный падеж – 1/3, предложный падеж – об 1/3. Собирательные числительные. Именительный падеж – 4, родительный падеж – 4, дательный падеж – 4, винительный падеж – 4, творительный падеж – 4 и предложный падеж – о 4. При склонении количественных числительных изменяются все слова и все части сложных слов, а при склонении порядковых только последнее слово. Это необходимо запомнить. Например, 516, 516, 516. То есть, как мы видим, в первом и в третьем примере меняется только второе слово. Во втором примере меняются все слова. 516. Рассмотрим склонение по падежам количественных и порядковых числительных, а также 1,5, оба и обе. Количественные числительные. Именительный падеж – кто что, 782, например, коробки. Родительный падеж – кого чего, 782 коробок. Дательный падеж – кому чему, 782 коробкам. Винительный падеж – кого что, 782 коробки. Творительный падеж – кем чем, 782 коробками. Предложный падеж – о ком о чем, о 782 коробках. Рассмотрим порядковые числительные. Именительный падеж – 331, родительный падеж – 331, дательный падеж – 331, винительный падеж – 331, творительный падеж – 331 и предложный падеж о 331. Рассмотрим склонение 1,5 мужского, женского и среднего рода. Сразу обратите внимание, что мужской род и средний род склоняются одинаково. Мужской род, средний род – 1,5, именительный падеж, родительный падеж – 1,5, дательный падеж – 1,5, винительный падеж – 1,5, творительный падеж – 1,5, предложный падеж – 1,5. Рассмотрим склонение 1,5 женского рода. Женский род именительный падеж – 1,5, родительный падеж – 1,5, дательный падеж – 1,5, винительный падеж – 1,5, творительный падеж – 1,5
и предложенный падеж полутора. Рассмотрим склонение оба-обе. Именительный падеж оба, родительный падеж обоих, дательный падеж обоим, винительный падеж оба, творительный падеж обоими и предложенный падеж об обоих. Рассмотрим обе. Именительный падеж обе, родительный падеж обеих, дательный падеж обеим, винительный падеж обе, творительный падеж обеими и предложенный падеж об обеих. Также необходимо запомнить, что порядковые числительные, оканчивающиеся на сотый, тысячный, миллионный, миллиардный, пишутся в одно слово. Например, 500-й, 27-тысячный, 48-миллиардный. Мягкий знак пишется на конце 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30. Также он пишется в середине 50, 60, 70, 80, 500, 600, 700, 800, 900. Мягкий знак не пишется в середине следующих числительных 15, 16, 17, 18, 19. Не с числительными всегда пишется раздельно. Это необходимо запомнить. Например, не 5, не 10, не 200. Для закрепления знания рекомендую выполнить небольшие задания. В первом задании необходимо записать цифры буквами, такие цифры как 6, 12, 456, 320, 442 245 и так далее. Во втором задании необходимо записать цифровые обозначения буквами. Например, расстояние от Луны до Земли 384 467 километров. В 100 граммах банана содержится около 100 килокалорий. И так далее. Друзья, обязательно пишите в комментариях свои результаты, вопросы и пожелания. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!